Здравствуйте и добро пожаловать в нашу гостеприимную мастерскую. Сегодня у нас для вас очень необычный, я бы сказала, рум-тур. Почему? Потому что напросились мы в гости к дизайнеру домой. Добро пожаловать. Святая святых. Ну, тут напрашивается поговорка, да, сапожник без сапог. Именно по этой причине мы не можем частенько снять квартиры дизайнеров, но тут прям вот повезло. И сапоги есть, и дизайнер есть. В общем, все у нас на месте. Твой дом. Какая площадь? 220 квадратов. Хочу заметить, что дом строили сами с нуля, то есть мы его не купили, он полностью проектировался мной. Проект, планировка, дизайн, все мое, все родное. Вообще изначально это был минимализм, но со временем у меня что-то стало больше появляться каких-то таких интересных деталей, что теперь можно переквалифицировать стиль этого интерьера в современный, потому что минимализма тут не так много, потому что опять-таки минимализм, он не подразумевает обилие декора, каких-то вот таких вот решений, тем более таких вот каких-то скругленных форм. Поэтому можно сказать современный стиль современного дизайнера. Может быть, для кого-то это будет лайфхак, почему именно дом. Я вам об этом тоже не говорила, потому что на самом деле построить дом с нуля в какой-то степени выходит даже дешевле, чем купить трехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре города. Давай начнем рассказ подробный, со всеми лайфхаками. Делись, ты же все-таки дизайнер, необычный человек. Да, пойдемте. Начнем наш обзор с моей уютной, просторной прихожей. Я обставила ее очень красивым декором. Я думаю, что все знают, что у гостей всегда первое впечатление производит именно прихожая, поэтому она должна быть, обязана быть красивой, уютной. Здесь у меня столик из натурального мрамора. И обратите, пожалуйста, внимание на эти панели. Все не верят, что стоимость вот этого всего лишь 17 тысяч тенге. Это обычный ЛДСП. Мы поделили его на две части, потому что невозможно целый лист занести. Склеили между собой, наклеили на стену, прикрепили вот такой вот красивый декор, светящийся. И получилось очень интересное, красивое и в то же время бюджетное дизайнерское решение. Я человек очень занятой. И у меня нет на самом деле времени ухаживать за цветами. У меня были разные цветы в доме, но все они у меня сохнут, к сожалению, потому что у меня дети, работа, и я очень часто забывала их поливать. Поэтому вот это вот решение, оно просто, наверное, на 100% поможет, если вы такой же не любитель, да, или не умелитель ухаживать за натуральными цветами. Вот, поэтому искусственные цветы – это отличное решение и спасение. Это у нас холл, откуда мы попадаем в любое, да, пространство в доме. Первая дверь у нас – это игровая комната моих девочек. Здесь у нас комната, где можно творить и беспределить, я бы так сказала, потому что у нас здесь, на самом деле, я еще прибралась, у нас на самом деле здесь всегда бардак. Мы с мужем сразу решили, что у нас будет одна комната, где дети могут рисовать, писать, сорить, но при условии, что в остальной части дома будет всегда чисто. Поэтому у нас вот здесь всегда очень-очень по-детски так все разбросано, но зато дети счастливы, они могут тут делать и творить все, что хотят. Добро пожаловать в мой гостевой санузел. Я хочу сразу обратить внимание на решения интерьерные недорогие, которые здесь использованы. Здесь снизу у нас каркас, мы сварили его сами из металла, и сверху просто заказали ЛДСП, то есть это не мрамор, это ЛДСП под мрамор, мы его отпилили, со всех сторон изолировали от воды, поставили и сверху уже поставили раковину. То есть это выходит очень-очень экономно, в то же время очень стильно. У нас в дополнение идут зеркала также в черной раме. Декор, то есть все это как-то у нас классно сочетается. Зона за унитазом, она у нас отделана таким же ЛДСП, как и в прихожей, то есть это достаточно эконом-вариант, я бы сказала. Единственное, планочку здесь у нас не успели вставить, но все со временем будет. Вот вся фурнитура, вплоть до мусорного ведра, все у меня черное. Давайте пройдем в столовую зону, тоже такая основная зона в нашем доме. Здесь у меня стол из натурального дерева, и он очень-очень вместительный, то есть он вмещает огромное количество гостей. Вы сами понимаете, да, у казахов их бывает много. И в ширину тоже, если у нас будет совсем много, мы можем поставить два. У меня есть поуже стульчики, которые можно приставить по краям. В дополнение, допустим, к столу у нас стулья, ткань букле.
Это сейчас тренд. Я думаю, все об этом уже знают. За моей спиной мы видим, как мой муж любит говорить, мой кабинет, это кухня. Мы решили сделать студию, да, объединить с гостиной, потому что мы же все-таки молодая семья. Мы не готовим огромное количество блюд, потому что многие переживают именно по поводу запаха. У нас здесь барная зона. Вот здесь у нас планируется винный шкафчик, но все никак руки у меня не доходят с барной стоечкой. Многие говорят, это что, бойлер? Нет, на самом деле это не бойлер, это у нас вытяжка. И если вы обратите внимание, у меня полностью стена на кухне отделана керамогранитом, у меня нет верхних шкафчиков. Это на самом деле очень удобно. Всю посуду я прячу в пенал. Вся кухня, я могу, озвучивать цены, обошлась мне примерно в 400 тысяч тенге. То есть люди, которые заказывают мебель именно в мебельной компании, я думаю, не понимают, что это очень дешево. Объясняю, почему. Нижние шкафчики все мы уже купили готовые. Я не буду озвучивать, где, если что, спросите потом у меня. Все готовое, все прикрутили на месте. С мужем эти ручки мы сами прикручивали. Что касается пенала, то мы тоже его не заказывали в мебельной компании. Мы заказали распил. То есть вы просто гуглите распил Алматы, заказываете каркас по размеру вашему и также по размеру заказываете фасады. Мы их сами прикрутили, все красиво и самое главное, недорого. Столешница у меня из ЛДСП, но мы со временем планируем поменять на искусственный камень, потому что, как я говорила, в начале ремонта всегда же так у нас уже начинает бюджет заканчиваться, и хочется выиграть в стоимости. Поэтому пока что на время мы прикрутили эти столешницу, но скоро уже будут здесь очень-очень красивые решения. Что касается у нас верхних шкафов, так как у меня их нет, и чтобы заранее люди не спрашивали, куда я складываю посуду, после помывки я складываю это на вот такую переносную сушилку. Когда все это высушивается, я складываю все это в шкаф. Вот здесь у меня на кухне встроенные розетки. Продемонстрирую, как это работает. Вот, вода туда не попадает. То есть я сразу отвечаю на вопрос, который, скорее всего, будут задавать. Это очень удобно, потому что выглядит достаточно стильно. Если надо, открыл, подключил. Если не надо, можно закрыть. Вот, допустим, вот фурнитура тоже, как вы заметили, у меня все в черно-белой гамме. Не знаю, то ли здесь вот эта цветовая гамма, то ли... Я не знаю, наверное, твой талант. Такая уютная гостиная, что хочется вот завалиться. Ты говоришь, минимализм – это отсутствие вот этих округлостей. А как без них? Ну, сейчас тренды же меняются. Сейчас как раз-таки округлые формы, они в тренде. А в тренде вот такие вот фактуры. Еще раз покажу. Это ткань букле. Давайте вот так вот. Это прямо сейчас самый-самый тренд. Округлые формы, вот эти вот какие-то интересные решения в плане подушек, круглые. Допустим, раз мы начали про диван, я вам подробнее расскажу. Диван, на первый взгляд, кажется узким, как будто на нем невозможно, знаете, поваляться. Но вот тут есть такая классная фишечка. Позвольте мне продемонстрировать. Здесь вот... Вы можете присесть, Ангелина. Он очень удобный, он очень глубокий. Нет? Давайте я вам покажу тогда. Это вот. Если я присяду, я там останусь. Посмотрите на мои ноги, то есть я почти, можно сказать, лежу на своем диване. Это очень удобно, особенно для мужчин. Развлечься, включить телевизор. Дети у меня вообще обожают здесь время проводить. Вот эти подушки тоже они как мячики используют. Если вы заметили, подушки также приобретались в цветовой гамме всего дома, это черно-белый. И к нему в комплекте прилагается вот это кресло с такой же текстурой, фактурой. Ну вот, кстати, в кресле я себе не откажу в удовольствии посидеть, потому что я не знаю, как сидеть в минимализме, а в максимализме это очень даже. Давайте стиль назовем максимализм. Давайте. Максимализм по-алуански. Кстати, тут также у меня везде искусственные растения. Они придают уют, но при этом за ними легко ухаживать. То есть за ними, в принципе, вообще не нужно ухаживать.
Если честно, здесь подразумевалось присутствие биокамина, но мы со временем от этого решения отошли и решили, что вот так будет намного интереснее. Просто задекорировать это пространство. Все спрашивают, а что это такое? Это камин? Я говорю, нет, это не камин. Это псевдокамин, но вот так вот выглядит, мне кажется, намного интереснее. Ну, во всяком случае, он от входа притягивает взгляд, потому что еще вот это тот же самый керамогранит, который на кухне, да? И он служит такой значимой декоративной деталью, которая просилась в этот угол, хочешь не хочешь. А вот эту зону, вот ты говоришь про бюджетные решения, здесь что, кстати, вот расскажи, пожалуйста, тоже за шип. Это просто панели из полиуретана. Мы их распилили, приклеили тоже сами. Торцы закрыли, чтобы не видно было проводов. Даже та же самая тумба, мы заказали ее на распиле, сами собрали, прикрутили все эти болты. Смотрится, согласитесь, не так дешево, как является на самом деле. То есть это решение в любом случае, да, особенно те, кто задумывается о том, чтобы использовать мебель в таких, непроходных местах. Вот эта тумба, она же не часто используется, там на ней никто не сидит, не играет, не рисует. Поставили, и просто она служит в качестве декора. Зачем в нее вкладывать много денег? Правда? Да. Вы знаете, Ангелина, сейчас очень много обращается ко мне клиентов с просьбой сделать квартиру на продажу либо в аренду. Вот именно для таких вариантов пусть ваши подписчики, ваши ребята имеют в виду, что вот такие вот решения, они вам очень классно сэкономят бюджет. Все ахают и охают, потому что не так часто можно встретить перила, да, стеклянные. То есть не у всех стиль позволяет иметь такие перила. Это классное решение, это стильно, воздушно. Но когда у вас есть маленькие дети, будьте готовы к тому, что там будут постоянно такие маленькие ладошки. Но красота требует жертв, так сказать. Но, тем не менее, стекло же это закаленное? Конечно, конечно. Каленое стекло невозможно разбить. То есть вы можете его разбить, если вы ударите, допустим, с торца сверху, сбоку. Но, как вы заметили, все торцы мы закрыли. Это у нас, кстати, ручная работа. Картина выполнена из нитей. И без них интерьер как будто пустой. Ты знаешь, визуально это то же самое букле, которое мы... Да, это все перекликается между собой и по фактуре, по текстуре, по цвету, по цветовой гамме. Сами ступени – это у нас натуральный карагач. Далее морилка, лак. Это выглядит натурально и в то же время красиво. И в принципе, мне кажется, это не выбивается сильно из цветовой гаммы, потому что оно сочетается с цветом наших панелей. Вот помните ЛДСП? С цветом стола все это классно перекликается. Вот здесь вот на ступеньках, видите, такие полосочки черные? Это на самом деле уже было придумано по ходу. Когда мы клеили вот эти вот ступени, оказалось, что у нас в некоторых местах есть зазор, и он не совсем ровный. И мы уже на ходу импровизировали, вставили вот такие вот туда вставочки. То для того, чтобы скрыть эти неровности. Хочу обратить ваше внимание на освещение. Если мы посмотрим на наш потолок, у нас визуально складывается такое впечатление, да, что у нас тут 3 ровных прямоугольника. Но при этом каждый он освещается по-своему. То есть здесь у нас скрытая подсветка, здесь у нас встроенные споты, а в зоне столовой у нас трековое освещение. Ангелина, мы с тобой на 2 этаже, и первая у нас дверь – это дверь в санузел моих девочек. Он у нас собственный санузел, конечно. Да? Он у нас также в черно-белой гамме, как и весь дом. Черные смесители, черные аксессуары и даже черные элементы на шторках. Стены в санузле в мокрой зоне, разумеется, у нас отделаны керамогранитом, но вся остальная часть, она у нас без керамогранита. Мы использовали краску антивандальную, моющуюся. Это у нас коридор, который ведет в основные спальные комнаты. Раньше здесь было пусто, но мы решили сделать что-то такое уютненькое. Задумка была просто, чтобы этот уголок преобразился, потому что было пусто и скучно. Захотелось чего-то такого необычного. И здесь начинаются приватные помещения? Да, первая комната, которая самая близкая, расположена к санузлу детскому, это детская. Детская комната у нас тоже достаточно бюджетная. Мы купили двухъярусную кровать, сделали небольшой декор, коврики, шторы, лайфхак, если вы хотите сделать красивую и бюджетную детскую.
Ангелина, добро пожаловать в мою самую любимую комнату. Это, конечно же, моя спальня. Здесь у нас просто потрясающе удобная кровать. Камерная обстановка, заметьте? Сразу голос тише стал, да? Да, это заметно было? Ты над этим поработала. У нас тут обалденная кровать, и она идет в комплекте с нашим диваном. Если вы обратите внимание, у нас та же самая фактура, тот же самый цвет и та же гамма цветовая. Потрясающе удобная кровать. У меня дети любят отсюда прыгать, как с трамплина на кровать. Кровать достаточно тяжелая, крепкая, поэтому за это я не переживаю. Здесь у нас такая зона, где можно скинуть, да, раздеться, скинуть одежду, сесть, примериться, когда переодеваешься. Вот силуэт человека, видите? Лицо человека, да, в профиль, да. Вот тоже такое решение. Я всегда мечтала об этой лампе. Я видела это у других дизайнеров и подумала, я тоже хочу такую, потому что она очень классно вписывается в концепцию моего дизайна. Так, далее у нас комод, декор. Захотелось уже в спальне использовать какие-то яркие элементы, чтобы не совсем скучно было. Здесь мы можем почитать книгу, расслабиться или посидеть в телефоне, налить себе водички и отдохнуть после тяжелого строительного рабочего дня. Это мой личный санузел. Здесь у нас тоже все выполнено в черно-белой гамме. За моей спиной у нас стеклянный большой душ, также с черными смесителями. Черные смесители у нас здесь, черный ковер. В общем, все как положено. Все то же самое, что мы видели с вами в других комнатах. Ничего лишнего. Все самое необходимое. 2 раковины обязательно в хозяйском санузле, потому что утром, чтобы не ждать, да, когда вторая половинка выйдет и умоется, тем более мужчины у нас любят долго умываться, поэтому у нас все вот вместе. Но, кстати, мои девочки чаще всего умываются именно здесь, почему-то. Гардеробная тоже у меня очень экономная, потому что многие не могут себе позволить иметь свою собственную гардеробную, потому что думают, что это дорого. Нет, здесь использован такой же прием, как и на кухне. Мы заказали распил по размеру нашей комнаты. Все это между собой скрепили, соединили, заказали вот такую вот черную фурнитуру. Наверное, около 100 тысяч тенге все это обошлось. То есть это считается очень-очень экономный вариант именно для гардеробной комнаты. Ну что ж, наша сегодняшняя экскурсия закончена, и мне дом понравился прежде всего вот этой цветовой гаммой, потому что мне крайне импонирует вот эта свобода, этот простор, белый, черный, это прям мое. Классно, я рада. Мы с тобой на одной волне. Берите на вооружение. Я думаю, что сегодняшние лайфхаки, которыми поделилась Алуа, они вот прям жизненные, особенно по части бюджета. Да? Не всегда требуется много денег для того, чтобы все это выглядело стильно, красиво, комфортно и современно. Да? Теперь вы еще одну сторону видели дизайнера. Я думаю, что мы еще посмотрим другие твои проекты в ближайшем будущем. На этом все. С вас подписки, лайки. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И, пожалуйста, ждем вас в комментариях с вопросами. С удовольствием пообщаемся. Всем спасибо. Пока. Генеральный партнер программы – торговый комплекс «Армада».